вами Лаврентьев Федор. А в Голландии сейчас сухой январь, вы все не бухаете на просушке, а мы в Москве продолжаем выпивать. Дело в том, что мы отмечаем Новый год, потом православное Рождество, потом Новый год по старому стилю, и на этом мы не останавливаемся. Дело в том, что у русских людей алкоголь это панацея от всех болезней, и культура, и даже, можно сказать, немножко религия. Вот. Сегодня я вас познакомлю с пионером российского барного движения, с королем Москвы бухающей, со Славой Ланкиным. Пойдемте к нему в секретный бар. Вот эта дверь ведет в секретный бар Славы Ланкина. Там происходят самые разнузданные пьянки со среды по воскресенье. Но сейчас я предлагаю пройти в другое его культовое заведение, которому 10 лет, деликатесом, один из крутейших баров мира, можно сказать. Там сейчас потише, можно не только выпить, но и поговорить. Пойдемте за мной. Здесь, в этом баре деликатесы, Слава готовит свои фирменные наливки, которые, кстати, не менее традиционные в России, чем водка. Сейчас мы их будем пробовать. Вот, собственно, и он. Слава, привет. Привет. Что это ты тут читаешь, изучаешь? Да, это старые барные справочники. Надо иногда. Так, я смотрю, ты чай пьешь иногда, да? Ну, знаешь, еще нет 6, поэтому надо пить чай. 5 o'clock tea. Скажи, а когда ты решил стать барменом? Вообще, что тебя привело к этому? Слушай, здесь, надо сказать, да, в России раньше вообще такого понятия бармен как бы не было в ранге профессий. Поэтому всех, если у кого-то постарше спросите, как вы оказались в профессии, ответ будет стандартно одинаковый – случайно. И в том числе и я. Случайно у меня друг один каким-то образом попал в какой-то там небольшой барчик, ну это такой больше даже кафе. И он говорит: я завтра иду работать барменом. Вот, я говорю: возьми меня тоже с собой. Ну и он ушел через неделю, а я вот тогда с 91-го года и остался там в этом во всем движении. Вот скажи, а как вообще твой день проходит? Ой, неделя, вот как бы из чего она состоит? Неделя у меня очень короткая теперь, потому что год назад я открыл свой маленький барчик, где сам работаю за барной стойкой, взял молодых ребят, которые ничего не умеют, и я вот постепенно их учу, ну, вернее, как даже это не обучение, в плане того, что я им что-то рассказываю. Они смотрят, учатся, и этот год постепенно получилось, что со среды по субботу я работаю, потом у меня в воскресенье сплю весь день, и остается у меня 2 дня, понедельник, вторник, для решения каких-то маленьких проблем. Ну, в принципе, все касается бара. Как говорится, в фильме «Коктейль» есть одна обалденная фраза, говорит: когда ты начинаешь работать барменом, у тебя ночи становятся длиннее, дней становится все меньше, и потом все превращается в одну большую ночь. Вот, в принципе, я сейчас в таком состоянии, ну, переходном, слава богу, да, за год ребята подросли, они уже могут сами работать, и сами, в принципе, их уже узнают, как барменов этого заведения, нашего подвальчика. Вот, и, может быть, у меня сейчас будет переломный момент, а до этого у меня весь год состоял из 3 дней, да, понедельник, вторник, среда, потом одна большая ночь. И все. И так каждую неделю. А тут у нас, во-первых, музей алкоголя необычного, да, когда нам привозят гости, оставляют. Мы там ищем где-то в разных местах какие-то интересные напиточки. Вот. И храним их здесь, делимся вкусами. Тут у нас небольшая там коллекция, мы там катаемся по миру, что-то покупаем, какие-то там антиквар небольшой, всякие разные вещи. И вот у нас наша гордость. Сейчас, подожди, я тут... Вот наша гордость, наша бочечка. Это здесь мы делаем пунш холостяка. Что это такое? Да? Это вот с начала весны, как только приходят первые ягоды, там, земляника, клубника, не знаю, какие-то вот такие вот первые ягодки, мы их засыпаем и заливаем алкоголем. И так идут слоями, потом зреет другая ягода, мы это закладываем, так, дополняем бочку. И вот сейчас вот к Рождеству как раз мы готовим наливку, такую специальную.
Вот. Делаем из ягод, потом из жмыха делаем мармеладики специально. У нас есть специальные чайные наборы, где мы такое, знаешь, рождественское чаепитие. Вот с этой наливочкой делаем коктейль, даем такие мармеладные конфеточки. И это вот традиция у нас уже несколько лет. Вот, например. Да? Как говорится, капсула памяти или коктейль судного дня. Это мы на год закатываем свой коктейль. Человек, который заказал бутылку, сам ее делает, это гости наши делают, да? Мы пишем название коктейля, когда он ее поставил, когда ее надо снять. Вот это, в принципе, недавно поставлено, в сентябре 2020 года. Значит, через год он ее откроет, вот, и разопьет с друзьями. Вот. Ну, во-первых, это повод опять собраться с друзьями через год. Мы часто там на день рождения кому-то ставим, может, какие-то свадьбы или там рождение сына, или какие-то даты. Да, и через год люди собираются и распивают эту бутылочку. И плюс, во-вторых, люди понимают, как меняется вкус. Да, мы когда открываем эту бутылку, делаем свежий коктейль, только сделанный, и делаем вот, который постоял год в бутылке. И ты понимаешь разницу, что там происходит марьяж, что там внутри волшебство. Даже цвет надо меняется, да, он, если там используешь там ликеры, портвейны, какие-нибудь там эти, меняется потихоньку цвет, округляется вкус, знаете, такой сферический конь в вакууме, такой вот, получается очень сглаженный, мягенький вкус. Это вот одна история, которая у нас постоянно работает. Есть еще другая история. Сейчас, подожди. Достань просто. У нас есть. А вот давай Саша тогда и расскажет для тебя и для отца. А вот сейчас Саша расскажет как раз про нашу... Про бутылочку? Да, про Педро Манхэттен. Тем более он достанет, а я нет. Рассказываю про маленькую бутылочку. Собственно, это Педро Манхэттен, коктейль нашего дома, придуманный замечательным Вячеславом Михайловичем. Поскольку Вячеслав Михайлович безумный любитель бурбона и на 80% состоит из него, а не из воды, и очень любит сладкое, он изменил немножко классическую рецептуру Манхэттена, заменил красный вермут на сладкий херес. Вместо одной горечи добавил 2 горечи в виде пишо и ангастуры, и мы выдерживаем его в дубовой бочке методом соляра. Постоянно в старые спирты добавляем новые, у нас есть негласное правило, чтобы бочка никогда не пустела меньше, чем на 1/3, поэтому мы гордимся хотя бы несколькими каплями того первого Педро Манхэттена, залитого приблизительно 8-9 лет назад. Нам 10. Гомеопаты кричат ура, потому что они говорят, это как потенции. В 4-м, в 158-м разбавлении там есть одна молекула, которая запомнила первый Педро Манхэттен, который мы залили там 9 лет назад. Да, и мы безумно ей гордимся. Собственно, что это за маленькая бутылочка? Вместе с Woodford Reserve мы сделали мини-напиточки, которые можно взять с собой в дорогу, и как бы это отличный презент и подарок друзьям, близким, которые любят немножко пригубить. Также, как аксессуар, подается к каждому проданному напитку вот такая замечательная кнопка. У нас есть похожая история, как у испанского Dry Martini. Мы считаем каждый выпитый Педро Манхэттен, и вот, собственно, за 8 лет набежало уже 22 819. Вот. Поэтому каждый внес свой маленький вклад в нашу лепту. Ну да, каждый выпивает, нажимает, и кнопочка... Подожди, не нажимай. Да. Да, давайте Давайте выпьем и нажмем, да. По половинке? Давай, Как скажете, да. Будете это? Был даже такой один случай, когда в Нью-Йорк поехал парень, и он возвращается и говорит: так, подождите, блядь, я наркотики перевозил? Ну, в смысле, ты что, с ума сошел? Он говорит: не, ну я пришел в бар, показал бутылку, меня взяли на руки, типа влили литр, тебя поносили по всем барам, закинули в отель, не взяли ни копейки, я вообще ничего не понял. Я говорю: нет, просто наши друзья, просто в Нью-Йорк. Если бы кто-то из них сюда приехал, мы бы то же самое с ним сделали, да, там тоже бы залили все, поводили по барам, и это тоже было для него ничего не стоило. Поэтому, скажем так, мы работаем не только, как бы знаем друг друга, но наших гостей мы тоже стараемся обогреть, друзей нашего бара, там, где-то еще мы согреваем его у нас тоже. Сейчас мы Себе половину. выпьем по маленькой и начнем. Ой, я думал, не буду 3 дня пить, но не получается не пить 3 дня. Даже всякие события происходят. И welcome, ребята. Не проходите мимо. Берем
и нажимаем кнопочку. Каждый или только один раз? Через раз. Ну 2 раза нажимайте у вас. Дальше по половинке. Она легко нажимается? Да, очень легко. Вот видишь, все. Супер. Чек. Красиво. Круглая, хорошая. Ладно, 3 каждый нажимайте. За меня. Плюс-минус там это. Отлично. Вот, в любом случае, традиции есть традиции, мы их должны чтить и уважать. Ура! Не было. Надо. Нежно. Было. Так. Это наша стена плача. Это с этой стороны. Да, это все, что нас наградили, чтобы люди, когда приходили сюда, они немножко, скажем так, окунались в историю. Да, мы там были в лучшие 50 лучших баров, 3 года подряд поднимались там, потом ушли. Вот. Но это все, скажем, такой исторический контент. И самое главное, на этом не успокаиваться, чтобы такие крутые, ты каждый день должен что-то делать, какие-то новые вещи, потому что все, только ты подумаешь, что у тебя все хорошо, значит тебе сразу пиздец. Все. Я пока борюсь, Сейчас мы сделаем бурбон на вишне. Да, это наливка, скажем так. Наливка — это свежая ягода, алкоголь, небольшое время настаивания, примерно 3 недели. 3 недели. Тут самое главное во всех этих историях с настойками, с наливками, с какими-то вещами, самое главное — это записывать. Это самое сложное и самое основное. Когда поставили, в какой срок, да, чтобы ты понимал, что тут налилось. Если ты делаешь что-то экспериментальное, запиши, что там у тебя. Потому что иногда ты думаешь, да хуйня, я это запомню вообще на раз, два, три. Потом через неделю думаешь, блядь, что это налил, я вообще не помню. Из этой бочки мы уже выливаем готовый продукт. Но если бочка вдруг переполняется, у нее есть обратный кран, и она обратно уходит сюда и обратно заливается. Но это, скажем так, это наша стариковская история, наливки, настойки. Мои ученики пошли еще дальше, они такие вещи делают. Сейчас вот Андрей вам расскажет про камбучи, какие-то там специальные дрожжи, какие-то специальные... я даже слов таких не знаю, это они уже дальше пошли. И сейчас он вам это расскажет. А где Андрей? Вот я. Да. Сколько у тебя вот этих фирменных наливок, которые вот уже... Ну, знаешь, много мы, лет... в принципе, иногда расширяется, ассортимент у нас сужается, но, в принципе, есть несколько, 4 или 5 основных. Это бурбон на вишне, это джин на смородине, джин на малине, это каранкатор, такой французский на кальвадосе. Наливки – это основы. Но сейчас интереснее работать больше скажем, с модификаторами, которые мы там делаем, и пойдем брось все. Как раз он тебе расскажет, и сейчас Андрей тебе расскажет, какие чудеса у нас здесь творятся в нашей подсолнухе. Итак, друзья, за кулисами. Добрый день. Здравствуйте. Сейчас мы с вами вступаем в пространство под названием Корнегрызка. Здесь каждый молодой бармен обречен пройти свой год, творя чудеса заготовок различных сиропов, квашений и шрабов. Как наверняка Вячеслав Михайлович вам уже поведал, что мы стараемся делать все, что в наших силах, все и делать все нашими руками. Начиная от сиропов, простейших шрабов и тому подобное, и заканчивая, например, квашенными грейпфрутами. Вот здесь, в этой банке, вы можете увидеть нарезанные грейпфруты, которые в 1,5% соляном растворе томятся в течение 2 недель. Скуби, с английского они переводятся как Symbiotic Colony of Bacteria in Yeast. Вот смотри, тут еще, да, камбуча, про камбучу дальше расскажу. Изначально она всегда была там на чае, это такая старая традиционная история. Но ребята воспитали, видишь, у них свои имена. Это зовут Бэмби, это Зоя, вот Тимур, который, в принципе, здесь стоит уже на кофе. Он кофе перерабатывает, то есть более мощный. Да, вот у нас гриб специальный на чае зовут Афанасий. Вот, там жгучие перцы еще там разные. Тут черноплодка стоит. И Бэмби, вот видишь, это рассада тоже. Бэмби. Это уже мы пересаживаем. И мы даже другим ребятам в другие бары передаем как мадре кусочек, ну мы говорим, чуваки, его
имя должно остаться Бэмби. И они оставляют это имя Бэмби, там выращивают на нем другие вещи. Тут даже вот на вине, вот сейчас он пока уже его слили, это вот даже вино он перерабатывает. Видишь, ну сейчас он уже помирает немножко. Это очень, скажем, такое достижение, потому что он обычно живет камбуча на сахарном растворе. На вине это очень, скажем, там уже очень много алкоголя, и мы его приручали. То есть давали ему сначала немножечко вина, ну чуть побольше, чуть побольше, побольше, и вот он теперь у нас перерабатывает вино. В принципе, все. Завтра еще попробуем грязные мартини. Dirty Bird мартини у нас завтра четверг. Ну да, в принципе, нет, это, знаешь, такая неотъемлемая, алкоголь для меня это такая неотъемлемая часть моей жизни, но именно рабочей жизни. Если честно, я дома вообще не пью. У меня дома стоит какой-то алкоголь, и, ну, что-то дома нет. То есть для меня это рабочий инструмент, и я пью только на работе, по сути своей. Вот, когда там надо встретить гостей, своих друзей, маленькую рюмочку с ними выпить там. И, скажем так, есть у рассказ фантастический один, когда там космические строители, у них были биороботы, которые работали на алкоголе. И мне кажется, что я один из них, которого забыли здесь на Земле, когда пирамиды строили, и я работаю на алкоголе. Да? Начинаем бухать. Вечер наступает. Пора выпивать. Лучше занятие, да? Это что у нас за баба здесь пляшет? Дискотека, ёпта! Они обычно морозят, да. Это Ян, старинный мой знакомый. Сегодня в этом баре отвечает за музацию. Так и есть. Надеюсь, будет жарко. Я стараюсь очень сильно, если получится, будет круто. Ну а Слава, как всегда, отвечает за бар. Как настроение, Слава? Халупа Нью-Йорк. Халупа хуяр. Халупу, Нью-Йорк. Халупа хуяр, я знаю голландский. Я там был, у меня там дом. Как дом? Вот так, домик. Как у Диоген. Хуями, да. Это шалом наш таран. Shake
только... Ребята, а это куда вообще? Хуенно! А я не помню, как это... Хуй вам и пиздец. Нет, секундочку. Все выключилось. Не-не-не, нормально. Сейчас. Подожди, продолжаем разговор. Секундочку, я поставлю композицию. И мы дальше продолжим. Через минуту. Буквально это сложная задача. Это сложная задача. Сейчас. Ну вот, например... Скажи просто быстро, ты алкоголик? Я? Ребята, только что был у меня напиток, но сейчас его уже нету. Алкоголик ли я? Алкоголик в крови. Что делать? Не мы такие, жизнь такая. Ты любишь эту жизнь? А как иначе? Конечно. Иначе бы я не жил уже давно. Сколько лет ты живешь на этом свете? А? Сколько лет живешь на этом свете? Мне болтос. 50, years. Это, блядь, алкогольная диета. Ему болтос, блядь. Это правда. 71. From 71. 71, you know. Что такое бухло для тебя? Бухло — это некое состояние, только впадающее в себя, оно в этом ёбаном мире, блядь, помогает жить вообще, блядь, радоваться, блядь, смеяться, любить людей, снять стресс, блядь, заняться сексом, блядь, с утра жить, я не знаю, там всё, блядь. Без бухла клевый. Лучше бухла, да. Лучше секс, лучше без бухла. Лучше курнуть. Курнуть похмелье и трахаться. Самая охуенная вещь. Я люблю ебать дорогу. Вы все знаете, что вы нарушаете законы Российской Федерации, блядь! Сука, неспасимая линия! Я не псую! Ебать федерацию! Всем бухать! Метрополия! Алла Нидерланд! Ола Нидерланд! Приходим на точку, и жопу пьяные. И мама говорит, вы охуели. Вот так. Слава, сколько лет у тебя детям? Нет, так-то каждый день. А сколько я не помню? Вот эти, ну, в общем, много, они взрослые. 27? Да, 26. 27? 27. Ну, не... Я знаю, как пройти фейс-контроль в твой бар. Знаешь, как? Вот смотри, я вижу 3 буквы. В и Т. Я точно знаю, что там написано. Знаешь, такое... Абсолютно все. Конечно. Позырь. Дочка Худякова просто. Ты можешь сказать Олдо Метрополис? Прямо сейчас. Чего, блядь? Поздравить голландцев с Новым годом. Это новогоднее видео. Ебаный рот, хуй морда, хуй в медах. Вот, нормально. Не, по-голландски там. Надо сказать, Нидерланды, хуй в медах вам. Типа. Нидерланды, хуй в медах. Тусуется с режиссерами там и так далее. Спасибо большое. Надо поговорить. Пойдем? О чем? Ну, пару вопросов просто. Так.
сюда, я сейчас кину точку. Ты устраиваешься про сушки какие-нибудь? Про сушки? Да. Это такие трагичные вещи, которые на пару недель хватает. Ты это имеешь? Ну да. Я охуенно выгляжу. Я вижу, как это влияет на мой внешний облик, но я не могу себе позволить хорошо выглядеть. Честно. Не хорошо выглядит. Нет, наоборот. Я понимаю, что никакая внешняя оболочка не может заставить меня не пить. А? Чирик. Да, конечно. А, завтра же? Не знаю. Давай, попробуем. Давай, решили. Стоп. У вас что за праздник сегодня? Любой. Что сегодня отмечаете? Любой праздник. Мы отмечаем прошедший день юриста. Прошедший день. Вы юристы? Конечно, нет. Да, держите, мам, подождите. О, давайте. Не, ну вы подождите мне уже, чтобы... Давайте. Да я слушаю. Понимаешь, что карманы дали? Скажите, пожалуйста, в январе чем вообще занимаетесь? Празднуем каждый Да, день. вот, как празднуете? Вот, зажигаем бенгальские огни. Пьете алкоголь, скажите? Конечно, пьем. Вот, подождите секундочку, я снимаю небольшую документалочку про русских людей и их страсть к алкоголю. Это правда, не смешно. Что обычно пьете? Вино. Вино. Белое, красное? Белое и красное. А? И белое, и красное. А крепкие напитки нет? Нет, Никогда. никогда. Прекрасно. А как... Какие у тебя отношения с алкоголем? Ну, честно просто. Ну, я бухаю. Каждый день? Не каждый день, конечно. Но 2 раза в неделю. Сколько лет уже? Как сколько лет я бухаю? Давно. Ну, я бухаю. С какого возраста? Наверное, с института. Тогда ты, какое первое воспоминание об алкоголе какое? Спирт с друзьями лет 14 мне было в спортивном лагере Яхтина. Это было на русском водохранилище. Это точно. Что это было? Русское водохранилище. Спирт, рояль. Ну, как это? Был какой-то там 88-й год. С друзьями. Вы не разбавленный пили? Мы пили даже не разбавленный. А вы можете даже... Да. А нет, вы знаете, у меня... Вы выпиваете иногда алкоголь? Вот, хотя бы чуть-чуть. Ой, тут камера. Ну ладно, ты знаешь? Нет. Никогда? Никогда, кроме сегодня. А что сегодня пил? А сегодня пил пивко. Пивко и все? Да, а ты что пил? Я пил миллиард разных наливок, настоек. Так, подскажи, пожалуйста, сразу, где это место замечательное, где здесь миллиард разных Смотри, наливок? он уже подмазывается к нам, да? Нет. Приступим к делу. У меня с ним когнитивный диссонанс. Почему? Потому что его хочется и не хочется. Вы же бухаете постоянно, как и мы все. В выходные обязательно. Да. Какие напитки? Водка, коньяк. Почему? Почему не вино? Красное. Нет, с него тяжело с утра. Да не оно, не айс, не оно. Ну, с девушкой вина, наверное. Ну так вообще лично Девушка. для себя, Окей, то водка вообще на самом деле самая идеальная. Финляндия.
Хороший выбор. Скажите, а какой самый мрачный эпизод, связанный с алкоголем, за последнюю неделю с вами произошел? Это похмелье, блин. Причем похмелье, оно выражается... Живопишите. Оно выражается не в каких-то болезненных ощущениях. Не болит голова, не болит живот. Это такая глубочайшая духовная яма. Вы ее чувствовали, да? Я в ней был! Я в ней живу! Да. Это после 40. До 40. Болела голова, там что-то был какой-то тремор, что-то еще. А после 40 похмелье основное это просто яма. Яма, провал. Просто бездонная. Да. Это именно она, Федор. Так вот, Владимир, скажите, пожалуйста, когда последний раз вы попадали в эту яму? Да, мне кажется, Да недели буквально назад. вчера? Да, ну да. Значит, мы сейчас все вместе должны заорать одну простую фразу. Алло, Нидерланд! Вот так можешь? Да не вопрос. Давай, 1, 2, 3. Алло, Нидерланд! Бля, чуваки, рад, что я вас встретил. Пойдем вместе. Да, конечно, пойдем, пойдем. Ты никуда не торопишься? Да вообще похуй. Вот, мы сейчас как эти самые... Знаешь, в чем проблема? Звезды, что мешают спать. Пожалуйста, только живи, ты живешь, я живу тобой. Моей огромной любви хватит своим с головою. Дядь Мить, не говори. За окошком я умнулся здесь. Бар закрылся 25 минут назад, а мы все еще здесь.